Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Меня зовут Тамара, и вы на моем канале Тамара Савицкая Вязание. Итак, друзья, мы продолжаем вязать популярную в этом сезоне французскую кофточку по мотивам кардигана Марио от Сезанн. И это у нас уже третья часть. Вот, и мы сейчас с вами начнем дальше вязать. Надеюсь, вам во второй части понравилось. Я вставила схемы, и сегодня тоже я вставлю схемы в процессе вязания. И вы увидите схемы одинарной двойной дорожки, простого ромба и ромба, расширенного с веточками. У нас расширенный ромб с веточками будет на нашей спинке, мы будем провязывать. На рукавах мы будем на одном и втором рукаве вязать просто ромбик. Ромб на 11 петель простой и ромб с веточками на 23 петли. Значит, будут схемы. Итак, у нас пятый ряд. В пятом ряду давайте посмотрим на нашу схему. Вот отмечено, что у нас провязано. И вот у нас в третьем ряду мы сделали прибавки. И вот сейчас у нас пятый ряд. Значит, в пятом ряду мы делаем прибавки в спинке и передних полочках. В рукаве мы прибавки не делаем. Значит, делаем прибавки, вяжем узор ромб на рукавах и на спинке. На передней полочке мы пока ромб не вяжем, потому что недостаточно петель. Мы вяжем только одинарную и двойные дорожки. Итак, у нас пятый ряд. Так, одинарная дорожка, лицевая, накид. Первый ряд вяжем. У нас пятый ряд по нашей кофточке, а по узору, узор из 4 рядов, как вы помните, и будет схема на экране. Значит, накид. Дальше 3 лицевых, маркер. И вот наша двойная дорожка, значит, лицевая, накид. Лицевая, накид, лицевая. Теперь мы провязываем петли, которые у нас добавлены. Здесь у нас будет формироваться ромб, но сейчас у нас петель недостаточно, как я сказала, поэтому мы провязываем. Вот, и делаем прибавочку. Я прибавки все делаю одинаково, вот таким образом, лицевая скрещена, вот так провязываю. Дальше у нас тоже первый ряд регланной линии провязываем с накидом, изнаночная, дальше лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. И вот у нас петли рукава. Здесь мы прибавок не делаем. В пятом ряду мы это помним. Мы начинаем провязывать наш ромб. Узор для ромба тоже будет на экране. Он состоит из 11 петель. У нас сейчас на нашем рукаве 12 петель. Итак, вяжем первый ряд нашего ромба. Здесь простой ромб без веточек. Значит, вяжем 3 лицевых, 2 вместе влево. Разворачиваем петли. Лицевая, накид. Лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево. У нас осталось здесь 2 петли. Нам для симметрии, чтобы был симметричный узор, просто добавим 1 петлю и на другом
Просто добавим одну петлю из протяжки для симметрии и на другом рукаве сделаем точно так же. У нас будут здесь потом формироваться наши веточки, но мы вот добавили просто одну петлю. Можете себе где-то записать и дальше вяжем регланную линию, как обычно по узору. Лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. То есть возле рукава мы прибавочек не делаем. Маркер. Вот у нас начинается наша спинка. Мы делаем прибавку, конечно. Прибавочку сделаем. И теперь, значит, у нас будет расширенный ромб. Нам нужно будет 23 петли. Давайте посчитаем петли. Значит, с прибавкой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. То есть, когда мы добавим еще вот здесь одну петлю в спинке, у нас будет 23 петли. То есть мы можем начинать вязание нашего расширенного ромба с веточками. Итак, схема будет на экране. Вяжем 8 лицевых вот вместе с этой петлей. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 вместе вправо. Лицевая, накид. Лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево, восемь лицевых, так, 7, и вот 8 берем из протяжки, то есть добавляем, как у нас по схеме. Провязали. Линия реглана, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. Мы помним, что в рукаве мы должны будем в конце добавить одну петельку. Итак, провязываем 3 лицевых, 2 вместе вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево, 1 лицевая, 2 лицевая и добавляем для симметрии одну петлю из протяжки, как и в первом рукаве. Добавили. Дальше регланная линия наша. Так, закончили провязывать регланную линию, и у нас наша передняя полочка. Снимаем маркер и делаем добавку у передней полочки. Сделали. И провязываем 3, 4, 5, 6. Теперь начинается наша двойная дорожка.
лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 3 петли, 2 петли, так, да, 3 петли отделяющих, 1, 2, 3. Одинарная дорожка, лицевая, накид, 2 лицевых, по рисунку все, по узору. 2 лицевых, вот тут у меня ошибка, я смотрю, друзья, ну что делать? Здесь у меня провязано, когда я делала поворотные ряды, я провязала лицевой, надо было изнаночной. Вот, и наша изнаночная петля, отделяющая наше вязание. Ну и дальше полая резиночка у нас. Итак, мы провязали 5-й ряд узора. И думаю, вам все понятно. И сейчас будет 6-й ряд. Вот, в 6-м ряду у нас изменений в узоре нет. Провязываем по рисунку. Так, в 6-м ряду нам нужно с вами сделать прибавки в рукаве. С одной стороны, ой, не так показываю, где наш рукав? Вот наш рукав. С одной стороны прибавка и с другой стороны прибавка. В ромбе изменений нет, и в наших одинарных и двойных полочках изменений нет. Вяжем по рисунку самостоятельно. И до следующего включения. Итак, хочу показать, где мы с вами остановились. Конечно, я потом провязывать с вами дальше не буду. Как бы самое начало, схемы у вас будут на экране. Я думаю, разобраться можно даже начинающим. Я вот хочу сказать по поводу укороченных рядов. В предыдущем видео я говорила, что я делаю укороченные ряды в каждом 4-м ряду. Вот сейчас у нас 7-й ряд. Значит, я в 3-м сделала 1, 2, 3. И вот в 4-м надо бы сделать укороченный ряд. Но в связи с тем, что у нас ровное полотно, вот давайте посмотрим. Вот ровное полотно. Значит, укороченный ряд я сейчас делать не буду. Вы смотрите у себя сами. Возможно, я сделаю в 8-м ряду, либо в 9-м. Будет видно. И теперь мы вяжем 7-й, где у нас прибавки спинки впереди в рукаве. Так, с прибавками понятно. Теперь хочу предложить вам повесить маркера у нас для начала там, где у нас рукав. Для того мы по краям рукава ведь прибавляем петли, и у нас позже будут формироваться веточки к этому ромбу. И чтобы вам не ошибиться, где у вас прибавки, а где у вас ромб, узор для ромба, я предлагаю повесить вот такие маркера для начала. И нам, чтобы было нам видно. Итак, у нас, значит, повесим один маркер вот сюда. Вот одну петлю отделим. Вот у нас для 3-го ряда нам нужно лицевая, 2 вместе, лицевая, накид, лицевая. Так, и нам достаточно. И здесь мы повесим с этой стороны тоже один маркер повесим, отделяющий наш ромб от тех петель, которые мы будем прибавлять. С этой стороны, где у нас рукав, сделаем то же самое. Вот по одной петле мы отделим, чтобы нам с вами не запутаться. Ну, понятно, что я говорю это для начинающих, кто опытная вязальщица, конечно, разберутся. Вот здесь, где у нас на спинке, мы тоже делаем прибавки. Здесь тоже можно повесить по маркеру. Но дело в том, что у меня маркеров не осталось. Я для себя как бы запомню, я так надеюсь. А вот на рукавах я повесила. Итак, у нас 7-й ряд, где у нас прибавки, изменения в ромбе, а в наших регланных линиях и в одинарных и двойных дорожках мы вяжем по рисунку. Итак, провязываем и встретимся, где у нас на рукаве ромб. Провязываем самостоятельно. Итак, мы довязали до нашего рукава, прибавку делаем. Сделали так, маркер. И теперь мы провязываем 4-й ряд узора ромбы.
лицевая, 2 вместе вправо, разворачиваем петли, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, накид, лицевая, 2 вместе влево, лицевая, маркер, лицевая, делаем прибавочку, и наша регланная линия провязываем, как обычно, по рисунку, без никаких изменений. Нам нужно сделать прибавку после регланной линии. Итак, у нас спиночка, мы сделали прибавку, и нам теперь нужно провязать 7 лицевых петель и потом вязать уже наш ромб. Итак, 1 петля есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значит, по схеме нам нужно провязать 7, с добавленной это будет 8. 8. Дальше 2 вместе вправо по схеме. Лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, накид, лицевая, 2 вместе влево, и теперь провязываем. Нам нужно провязать по схеме 7 петель, но мы потом еще в конце 1 петлю добавим, получится 8. Вот, потому что у нас в лицевом ряду наши добавочки. Вот, добавляем. Я добавляю однотипно, провязываю лицевую скрещенную. Вот здесь уже, в принципе, маркер нам не нужен. Хорошо видны регланные линии. И постепенно я маркеры буду снимать. Вот, значит, сделали добавочку, вяжем регланную линию нашу. На регланной линии я маркера буду снимать, а вот где рукав, чтобы не ошибиться, значит, делаем добавку возле рукава. Маркер. И теперь будем провязывать дальше наш ромб. Итак, вот у нас 4-й ряд ромба, лицевая, 2 вместе вправо, лицевая, накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, накид, лицевая, 2 вместе влево, лицевая, лицевая, добавку, прибавку делаем. И, значит, провязываем регланную линию. Я здесь маркера уже убираю потихоньку. То есть регланная линия хорошо видна. И со временем все эти маркера нужно будет убрать. Итак, вяжем все по рисунку самостоятельно до конца ряда. И встретимся с вами в изнаночном ряду. Итак, у нас 8-й ряд. 8-й ряд у нас это изнаночный ряд, в котором для наших ромбов, для узора ромбы, это изнаночный тоже ряд. Получается у нас, если посмотрите внимательно на схему ромбы, в ромбах у нас 2-й ряд получился лицевой, 3-й изнаночный, 4-й лицевой, 5-й изнаночный. То есть для ромбов это изнаночный ряд. Для одинарных и двойных дорожек и реглана это тоже изнаночный ряд. Но здесь в изнаночном ряду, как вы помните, мы провязываем изнаночные по 2 вместе.
Я покажу, значит, в начале ряда, как мы провязываем, напомню, как мы провязываем изнаночные за заднюю стеночку, а далее вы провяжете самостоятельно. В этом ряду прибавок мы не делаем, ромбы по узору, то есть изнаночными петлями, только изменения в дорожках и в регланной линии. Итак, провязываем планку. Итак, вот наша одинарная дорожка. Нам нужно вот эти две петли чуть-чуть подтянуть и провязать за задние стеночки изнаночной. Далее у нас 3 изнаночных. И далее двойная дорожка. Первые 2 изнаночные провязываем за задние стеночки. Волосок зацепился. Сейчас еще раз, так, минутку. Затем изнаночная, затем 2 вместе за передние стеночки. Далее 3 изнаночных. И еще 3 изнаночных. Это наши петли, которые мы уже добавили. И вот начинается наша регланная линия. Так, 4 петли, которые мы добавили. Она начинается с лицевой регланной линии. И провязываем 2 вместе за заднюю стеночку, изнаночная, и 2 вместе за переднюю стеночку, лицевая. 2 вместе за заднюю стеночку, изнаночная. 2 вместе за переднюю стеночку, лицевая. Конец регланной линии. Дальше все по рисунку и провязываем регланные линии и одинарные двойные дорожки, так как я показала. Это у нас 8-й ряд. До следующего включения. Продолжаем наше вязание. Вот сейчас у нас 9-й ряд нашего вязания. В планочках я начинаю делать укороченные ряды. Показывать это не буду, вы это уже знаете. Далее здесь мы вяжем по рисунку одинарные двойные дорожки. Регланная линия точно так же. И встретимся с вами, где у нас рукав на рукаве, и мы будем провязывать 6-й ряд ромба. И добавлю, что у нас, значит, в 9 ряду у нас добавочки, прибавочки. Сейчас давайте посмотрим. Вот у нас 9 ряд. Вот 9 ряд у нас. Прибавка на спинке, прибавка на передних полочках. Здесь прибавки нет. И выполняем с 2 сторон в планке укороченные ряды. Итак, мы с вами встретимся на рукаве возле ромба. Так, я укороченные ряды сделала и хочу добавить, что 9 ряд это 1-й ряд у нас наших одинарных и двойных дорожек. То есть он выполняется с накидами. И всего, вы помните, что всего этот узор из 4 рядов состоит. То есть совсем не сложно. Это вот двойная дорожка с накидами. Вот, а это уже вот идут петли, которые мы добавили к нашей левой полочке. И вот у нас уже сколько петель. Это будут петли для формирования нашего ромба. Ну, конечно, их еще недостаточно. Итак, у нас 9 ряд, прибавочка возле регланной линии. И вот начинается наш ромб. Это 6-й ряд нашего ромба. Поскольку мы начали со 2-го ряда вязания, получается это лицевой ряд. Итак, после регланной линии так, это у нас рукав. В рукаве мы прибавку не делаем. Ошиблась. У нас начинается рукав. Итак, 2 петли, маркер. 6-й ряд. 2 вместе вправо, разворачиваем, лицевая, накид, лицевая, накид,
3 петли вместе с центральной петлей. Вот эти 2 дужки развернем, снимем вот так справа, вот так на правую спицу, провяжем, так, волосок у нас здесь, провяжем 3-ю петлю и вот так протянем. Это как бы вся сложность вот в этом 6-м ряду. Дальше в 8-м ряду будет у нас принцип, значит, 3 вместе с наклоном вправо, значит, провязываем 2 петли, потом делаем протяжку вправо. Ну, я думаю, что можно посмотреть у меня на канале мастер-класс. Так, и дальше, значит, сделали, потом накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе влево. Конец раппорта и 2 петли нашего рукава без добавок сейчас. И далее начинается регланная линия и продолжаем дальше. И на 2-м рукаве мы делаем такой же ромб, вот 6-й ряд, как и сделали сейчас, до следующего включения. Итак, друзья, продолжаем вязание, у нас спиночка. Итак, в 9-м ряду прибавка у нас на спиночке, прибавочку делаем и провязываем 1 петлю, итого у нас 2. Далее нам нужно провязать, это у нас 6-й ряд узора, схема будет на экране. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе вправо, развернем петли. Можно подтянуть лицевая, накид, лицевая, накид. 3 петли вместе с центральной, вот эти 3 петли. Сначала мы развернем петельки, потом переснимем вот таким образом на правую спицу, провяжем следующую и протянем через вот эти 2 снятые петли. Волосок зацепился, сейчас, минутку, вот так. И вот у нас получилась эта петля в центре. Дальше накид, лицевая, накид, 2 вместе влево, 6 лицевых, наш маркер, лицевая и добавку делаем. У нас по схеме добавка. Да, не забывайте, если кто-то сделал схему в 9-м ряду, такие, ну, как мы с вами очерчивали, кружочек такой, ну, кто как. Провязали мы, закончили нашу расширенную вот эту схему в 9-м ряду. Провязали мы 6-й ряд узора ромбы, а весь процесс, который мы вяжем, это 9-й ряд. Итак, друзья, дальше ромбы провязываем, как и провязывали вот у нас в начале ряда, то есть с накидами. Дальше вот этот ромб провязываем 11 петель, как провязывали на предыдущем рукаве. И вот здесь в конце 9-го ряда развернемся и в 10-м ряду встретимся. Будем делать укороченные ряды. До следующего включения. Итак, друзья, 10-й ряд. В 10-м ряду я выполнила за кадром укороченные ряды на правой половинке нашей, значит, полочки. И вот теперь у нас, значит, 10-й ряд. В 10-м ряду у нас мы провязываем все по рисунку, накиды изнаночными. Наши, в общем, прибавок у нас нет, кроме рукавов. Давайте посмотрим на нашу схему. Я надеюсь, что вы себе сделали схему. Итак, 9-й ряд в кружочек я обвела. Вот у нас 10-й ряд. Смотрим, что у нас в 10-м ряду. Рукав. Значит, в изнаночном ряду в рукаве мы сделаем прибавочку. Прибавочки с 2 сторон, так? И провяжем все по рисунку.
Так, в 11 ряду мы с вами встретимся. Моя цель, вот я хочу вам показать, конечно, у меня есть мастер-класс по ромбам, но там мастер-класс ромб без веточек. И я хотела бы, чтобы вы связали красивую себе кофточку и чтобы был узор с веточками. Поэтому я провяжу, насколько возможно, с вами дальше по схеме и покажу узор веточки, ну и потом уже до следующего включения. Итак, провязываем 10 ряд, в 11 ряду встречаемся. Я думаю, тут все понятно. Итак, друзья, у нас сейчас будет 11 ряд нашего всего процесса и 8 ряд узора в ромбах с веточками. И я приняла решение, что в целях экономии времени в мастер-классе, чтобы мастер-класс не был очень затянутый, я буду с вами провязывать, начиная с 11 ряда, только спинку. Вот она спинка. И с 8 ряда у вас схема на экране будет. С 8 ряда у нас начинаются уже веточки. Нам петель достаточно. Я думаю, что вы, ну, так, как бы, мое такое, ну, мой совет, вы можете поступать как хотите. Вот наша изнаночная заканчивается, наша регланная линия. 2 петли у нас с одной стороны, ну, то есть к началу вывязывания нашего ромба с веточками, ну, надеюсь, у вас одинаково, так как у меня. Вот, смотрите, вот это вот изнаночная, это от регланной линии, здесь 2. И вот мы сейчас будем 11 ряд с вами провязывать. Давайте еще раз посмотрим на схему нашу. Вот наш 11 ряд. Значит, добавки в спинке и впереди. Так? И, значит, мы самостоятельно, пожалуйста, привяжите перед регланные линии, и мы с вами встретимся, когда будем провязывать спинку. Ну, делайте прибавки, и будем 8 ряд вязать ромбы с веточками, значит, спинку. Итак, я провяжу за кадром, и мы с вами встретимся. Итак, вяжем спинку. У нас на спинке ромб с веточками расширенный. И в ромбах это у нас 8 ряд, и мы вяжем с вами именно на спинке ромб. Значит, у нас прибавка на спиночке. Дальше 2 петли. Маркер. Я еще хотела добавить, что сейчас у меня вот здесь 27 петель. Значит, 2 вот с этого края и 2 вот с этого края. Ну вот сейчас я 3-ю добавила. Так, значит, 27 минус 4, 23. У вас на экране схема, там написано, что нужно, указано, что нужно нам для того, чтобы сделать вот этот 8 ряд, нам нужно 23 петельки, нам как раз хватает. Итак, начинаем. Накид, лицевая, 2 вместе вправо, разворачиваем петли, сделали. Дальше 4 лицевых, так, это мы сделали. Накид, 2 вместе влево, провязываем, накид, еще 2 вместе влево, провязываем, накид, теперь 3 петли вместе с наклоном вправо. Так, у нас петли все стоят, ну, я так вяжу за задние дужки, значит, так, накид придерживаем, и вот эти петли нам нужно развернуть с наклоном вправо. Можно провязать 3 вместе сразу, можно провязать с протяжкой, кто как любит. И после этого у нас накид. Дальше 2 вместе вправо, развернем, и накид. Теперь нам нужно провязать 4 петли. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас 2 вместе влево, влево, лицевая, накид, маркер,
Дальше у нас 2 петли, и мы помним, что у нас прибавочки в этом ряду. И я делаю вот такую прибавочку с протяжки. Ой, наверное, не было видно. Ну, значит, сейчас я сделаю еще раз. Я покажу. Значит, я делаю вид такие вот прибавки однотипные. Если кто-то хочет другие какие-то прибавки, ну, делайте другие. Итак, провязываем дальше по рисунку. И, значит, друзья, дальше мы провязываем по рисунку, делаем ромб в рукаве, мы помним. И хочу сказать, что в 12 ряду, это у нас был 11, вот, 12 ряд у меня, вот, прибавок в рукавах нет, вот, прибавок в рукавах нет, но в 12 ряду, как вы помните, у нас в 12 ряду будут изменения в ромбах и вот в этих одинарных и двойных дорожках. То есть 12 ряд, я думаю, вы провяжете самостоятельно и сделаете по 2 вместе, как я вам уже показывала неоднократно. И встретимся в 13 ряду, когда мы будем провязывать ромб с веточками на спинке. До следующего включения. Итак, друзья, у нас 13 ряд. В 13 ряду у нас прибавки во всех наших частях. То есть в передней полочке, в спинке и в рукавах. Это раз. Далее, вот в этом 13 ряду я планирую делать укороченные ряды. Вы у себя посмотрите, пожалуйста, и примите решение самостоятельно, делать ли вам вот здесь укороченный ряд или нет. Вот. Значит, я посмотрела, вот так положила. Смотрите. Ну, небольшая разница есть. Вот. Так вот посмотрим. Вот я планирую сейчас делать укороченные ряды. Кроме того, значит, мы здесь, как обычно, прибавки делаем. А вот этот ромб, значит, вы уже знаете, как вязать, и можно просто отмотать чуть-чуть видео, и вы увидите схему. И мы с вами встретимся вот именно, когда мы будем вязать вот этот на спинке вариант ромба, значит, с веточками, то есть расширенный вариант. И добавлю, что если, может быть, ну, для кого-то сложно, ведь расширенный вариант, вот этот с веточками, он вот сам ромб один в один напоминает, ну не напоминает, а соответствует ромбу на 11 петель, который, ну, простой ромб. Поэтому, я думаю, у вас проблем тут не возникнет. Вот. Ну и надеюсь, что у вас получается точно так же красиво, как у меня. Вот давайте посмотрим. Вот. Вот у нас регланная линия, вот как выглядит. Вот наш формируется ромб на рукавчике. И, конечно, я добавлю, я делаю накиды от себя. Если вы хотите, чтобы у вас вот эти вот отверстия были поменьше, ну, это, как говорится, дело вкуса. Можно накиды делать к себе. Сейчас покажу. Вот смотрите. Предположим, вот я вяжу, мне нужно сделать накид. Я делаю вот так. К себе как бы. А можно делать вот так, от себя. Вот так. И у вас накид будет меньше. Но это, как говорится, принимайте решение и вяжите сами. Итак, я, значит, делаю укороченные ряды, провязываю. И мы с вами, друзья, встречаемся вот здесь на спинке. Провяжем вместе. Значит, так, у нас 10 ряд узора. Провяжем вместе. До следующего включения. Итак, друзья, мы вяжем 10 ряд ромба. 10 ряд у нас получается лицевой. А в общем, это у нас наш весь процесс, это 13 ряд. То есть мы провязали все, как вот я объясняла. У нас везде добавки и в рукавах, и в спинке, и впереди. И мы вот пришли к спинке. Итак, я вот сделала уже прибавку. И у нас теперь после маркера уже 4 петли, маркер. И мы начинаем вязать 10 ряд. Итак, лицевая, накид, лицевая. 2 вместе вправо.
Далее 4 лицевых. Накид. 3 петли вместе с центральной, 2 петли снять на правую спицу, развернуть дужками и еще раз снять, третью петлю провязать и протянуть через 2 снятые петли. Далее накид, лицевая, накид. У нас 3 петли вместе с центральной. Развернем 2 петли дужками вот так. Опять снимем на правую спицу. Последнюю, третью провяжем и протянем через 2 снятые. Накид, 4 лицевых. Четыре лицевых. 2 вместе влево. Одна лицевая, накид, 1 лицевая, маркер, и здесь провязываем петли, 3 петли у нас, и делаем прибавочку. И провязываем дальше. То есть я с вами провязала 10-й ряд нашего узора ромба с веточками, расширенный вариант. Далее давайте посмотрим на нашу схему. Вот это у нас, значит, надо отметить, вот это мы провязали. И вот мы сейчас вяжем 13-й ряд. Вот везде у нас прибавки. И в 14-м ряду, вот я поставлю точечку, я начну делать укороченные ряды. Ну, конечно, сделаю с 2 сторон. Вот. Так, подожди, 13, не сюда поставила, прошу прощения, вот сюда. Ошиблась. Ошиблась, не сюда поставила. Значит, вот у нас вот они, укороченные ряды, вот. И вот в 14-м ряду я начну делать на изнанке, значит, выполнять укороченные ряды, а в конце ряда уже получится на 15-м начнется. Ну, тут как бы вот. И, значит, провязываем далее самостоятельно. В 14-м у нас прибавок нет. Вот, провязываем самостоятельно. Встретимся с вами в 15-м ряду. Итак, у нас 15-й ряд. В 15-м ряду у нас уже сделано с 2 сторон укороченные ряды вот здесь. И провязываем, вот, провязываем наши одинарные дорожки, двойные дорожки. Прибавка на передней полочке. На передней полочке мы пока делаем прибавки и вот эти дорожки. И не провязываем пока ромб. Так, дальше. Вот регланная линия наша, вот регланная линия, так, вот она. Дальше рукав. На рукаве по краям у нас формируются петли на ромба. Но пока еще мы, значит, я решила довязать до конца сам ромб, а уже позже, следующий ромб, когда буду вязать, я буду делать его с веточками. Ну и потом добавлять буду постепенно вот такую одинарную дорожку. Вот такую одинарную буду добавлять к рукавам. Но это будет впереди. Теперь в настоящее время вот, значит, вот у нас наша спинка. И мы вяжем 12-й ряд этого ромба. Значит, будет схема на экране. Я специально провязываю, потому что у меня мастер-класс просто по ромбу, а не по расширенному, не с веточками. Вот поэтому я с вами провязываю. Итак, прибавка. Провязываем наши петли до маркера. Итак, 12-й ряд вяжем. 2 лицевых. Накид, лицевая, 2 вместе вправо,
4 лицевых, накид, 2 вместе влево, лицевая, 2 вместе вправо, разворачиваем петли, 4 лицевых, 2 вместе влево, лицевая, накид, 2 лицевых. Итак, друзья, значит, дальше провязываем самостоятельно. Это у нас 15 ряд. 16 ряд у нас изнаночный. Как мы помним, у нас в 16 ряду у нас в нашей регланной линии будут изменения, будем провязывать по 2 вместе. И вот наши вот эти веточки, вот наши веточки, так, вот, мы тоже в изнаночном ряду будем провязывать здесь по 2 вместе. Кроме того, сейчас я посмотрю по схеме. Так, 16 ряд у нас прибавка в рукаве. Вот у нас рукав, прибавка в рукаве. Значит, 16 ряд провяжем самостоятельно с прибавками и с этими изменениями. И до следующего включения. Итак, друзья, вот посмотрите, что у нас получается. Уже довольно-таки большое полотно. Я его так специально положил. Даже у меня в камеру не все помещается. Итак, у нас 17 ряд. Сейчас мы провяжем ромб с веточками. В ромбе с веточками это 14 ряд. Схема перед вами. И хочу сказать, что остальные ряды вы провяжете самостоятельно, а я провяжу за кадром. И добавлю, что у нас формируются уже петли на передние полочки и формируются дополнительные петли на рукав. Как только мы провяжем все ряды нашего ромба с веточками, все 18 рядов, ну вы видите схему ромба на экране, я посмотрю по петлям, подключусь к вам, и мы вместе начнем провязывать, потому как мастер-класс уже получается довольно большой. Мы начнем провязывать просто ориентиры как говорится, от сих пор до сих пор, где у нас будет ромб с веточками уже на рукаве, а потом дальше у нас после веточек у нас будут дополнительно формироваться двойная дорожка из петель, и точно так же у нас на спинке тоже будет расширение. Будет постепенно добавляться дорожки, веточки, и постепенно будут добавляться ромбы. Итак, я сейчас с вами провяжу 14 ряд ромба. Я уже вот разделила на 2 пары спиц, чтобы было удобнее показать и посмотреть, какой у нас уже величины наше вязание. Уже вот довольно много связано. Вот смотрите, вот эта спинка, вот какая спинка. Вот у нас рукав, линия реглана, не так сказала. Вот довольно уже много связано. Ну, мне приятно смотреть, нравится. Ну и, конечно, мне нравится цвет. Итак, мы сейчас с вами будем провязывать 14 ряд. И прежде всего я скажу, вот у меня уже добавилось дополнительно, но я надеюсь, у вас точно так же. Вот я сделала прибавку. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у нас уже 6 как бы лишних петель. И нам уже скоро можно будет формировать здесь одинарные дорожки из 5 петель. Пока вот провязываем 14 ряд. И потом провяжьте самостоятельно, как я уже сказала. Значит, 14 ряд у нас. 3 лицевых, накид, лицевая, 2 вместе вправо, 4 лицевых, накид, 3 петли с центральной, значит, разворачиваем петли, снимаем их, провязываем третью и делаем протяжку. Накид, 4 лицевых, две вместе влево, лицевая, накид, 3 лицевых, 1, 2,
3. Так, дальше. Ну и дальше, как обычно, лицевые делаем прибавку, потому что это у нас 17 лицевой ряд. А по схеме у нас в лицевых рядах, вы помните, на передней полочке, на спинке у нас прибавки. Ну и вот здесь прибавка у нас. Я думаю, вам все понятно, как вязать дальше. Вот еще раз покажу нашу регланную линию. Так, чуть-чуть растяну. Вот, очень хорошо, красиво получается. Вот наш ромб на рукаве. Значит, друзья, 17 ряд провязываем самостоятельно. Дальше самостоятельно 18, 19, 20, 21. И дальше мы встретимся. До следующего включения. Сейчас я вот положу нашу красоту. Вот, красиво. И я думаю, что у вас получается точно так же. Ну вот сколько в кадр получается. До следующего включения. Всего доброго. Пока-пока.